У меня обтрепался кожзам на чехле и начала отклеиваться тканевая основа, а потом еще случайно слипся залом. Этот чехол я постирала с мылом, чтобы убрать ворсинки, которые нечаянно налипли после удаления покрытия. После этого чехол расклеился больше. Кожзам я весь сняла пальцами, но думаю, можно было бы приклеить скотч и вместе с ним снять это покрытие быстрее. Я взяла утюг и прогладила тканную основу. Из-за этого залома пришлось намного дольше повозиться с утюгом. Этот залом распрямила и вытянула ткань в сторону. По-другому не получилось у меня. Из-за этого появился излишек ткани. Но я его обрежу, пройдусь по всем впадинкам и краям, пытаясь припаять, как было. После утюга все снова проклеивается, само собой. Но в некоторых местах я добавила еще универсального клея для надежности. Вот это я обрежу. Затем я взяла акриловые краски, самые обычные. Краски для ткани мне было жаль тратить на этот чехол. У меня не было четкой идеи, что я хочу с ним сделать. Но в мыслях был мрамор. А я никогда не рисовала мрамор. Решила поводить кисточкой, как получится. Задала основной тон большими пятнами. Затем решила поэкспериментировать с текстурой. Нашла видео, как сделали крутой рисунок с помощью влажной салфетки. Краски спрея. Но спрея у меня не было. Я захотела попробовать опыт с этой салфеткой так. Намочила салфетку, потому что у меня была пачка с высохшими салфетками. Распрямила ее и вытянула по чехлу. Нанесла кистью белую краску и брызнула водой из пульверизатора. А зря. Так краска сильно растеклась и толкового рисунка не вышло. Так что вода там не нужна. А лучше, чтобы был бы спрей. У меня осталось только несколько блеклых пятен после снятия салфетки. Поэтому я быстро оставила эту идею и решила все сделать сама ручками. Но этот процесс я вам не покажу. Когда у меня нет четкого плана, как делать, камеру включать не хочется, потому что это может быть надолго, а память не резиновая. Показываю результат моих длительных кисти движений. В основном я клала большие пятна мазками и рисовала волнистые линии. Иногда растушевывала края. Сделала несколько белых и черных брызг кисточкой. Не знаю, как так получилось. Результат мне понравился. Но я хотела еще добавить золото. Взяла такую краску и подрисовала несколько линий. Получилось вот так. В конце я покрыла весь чехол снаружи акриловым лаком на водной основе. Он совсем не имеет запаха и быстро сохнет. Хотя руками липкость от лака уже не ощущалась, стоит подержать чехол в распрямленном виде еще некоторое время. Я немного не дотерпела, и при сложении крышки в подставку она немного склеилась. И потом краска слегка сошла на заломе, но это едва заметно. Хотя акрил без лака держится, водой точно не смоется после засыхания, и ногтями надо еще постараться соскрепсти. Вот такая красота получилась. На мой взгляд, намного лучше, чем просто бирюзовый чехол из кожаного напыления. Мои глаза радуются. А вам как?